Всем привет! И в этом разделе мы с вами поговорим о навигации и маршрутизации в приложении. Большинство мобильных приложений состоят из множества окон или страниц. Во Flutter они называются маршрутами или routes, и ими управляет виджет-навигатор. Навигатор– это виджет, позволяющий управлять стеком дочерних виджетов, то есть открывать, закрывать и переключать окна или страницы. К нему прилагается два метода. Это навигатор push и навигатор pop. Метод push используется для добавления еще одного маршрута на вершину текущего стека. Иными словами, новая страница отображается поверх предыдущей. А метод pop удаляет верхний маршрут из стека, то есть пользователю отображается предыдущая страница. Поскольку навигатор работает как стек, он использует принцип лифа, то есть last in и first out. Итак, давайте рассмотрим несколько способов навигации. Начнем с самой простой навигации, это с использованием виджета навигатор. Итак, я создал новый проект, который назвал Navigation Example, и у меня здесь уже реализован базовый код, который выводит по центру нашего боди обычную кнопку Raised Button с текстом Move to Page 2. Итак, для того, чтобы открыть новое окно по нажатию на этой кнопке, нам нужно добавить в стек маршрутов новый маршрут. Это можно сделать с помощью навигатор Push. Давайте у кнопки Raised Button в методе onPressed реализуем навигатор Push. Как вы видите, навигатор Push принимает два обязательных параметра. Это контекст и Material Page Route, который в свою очередь принимает контекст в параметр Builder и возвращает нам новую страницу. Теперь давайте реализуем параметр Route с использованием Material Page Route. Вызываем виджет Material Page Route. Как вы помните, у него есть параметр Builder, в который мы должны передать контекст. И далее нам необходимо вернуть новый маршрут, или страницу, или окно. Давайте я напишу Page 2. Класс Material Page Route позволяет открыть полноэкранное окно с эффектом, присущим для вашей мобильной системы. И теперь нам необходимо реализовать второй экран, Page 2. Второй экран мы унаследуем от Stateless виджета. И на втором экране предлагаю реализовать панель приложения и кнопку, которая будет возвращать нас назад к предыдущему окну. И вот так вот у меня выглядит реализация второго экрана. Давайте сохраним. И теперь давайте нажмем на кнопку Move to Page 2. И как видите, мы с вами перешли на второй экран, Page 2. И теперь, чтобы при нажатии на эту кнопку навернуться в предыдущее окно, реализуем метод навигатор Pop у этой кнопки. Пишем навигатор Pop. И навигатор Pop принимает в качестве параметра просто контекст. Давайте сохраним. И теперь давайте нажмем на кнопку Go Back. Итак, мы с вами вернулись на начальное окно. Обратите внимание, что при переходе на второй экран в виджете App Bar кнопка возврата добавляется автоматически при использовании навигатор Push. И также у нее автоматически обрабатывается событие Back, то есть назад. Давайте нажмем. Как видите, мы с вами вернулись также на начальный экран. Минус такого подхода в том, что в большом приложении с большим количеством классов и виджетов управлять вот такой вот структурой будет очень сложно. В каждый файл, где вы будете использовать тот или иной виджет окна, в моем случае это Page 2, я здесь в этом файле main.dar создал этот класс. А вы можете этот класс, к примеру, вынести в отдельный файл Dart и там его реализовать. То вам придется подключать его через импорт и в случае замены на другой виджет производить переименование виджета во всем проекте. Поэтому, чтобы избавиться от вышеуказанных проблем,
можно воспользоваться вторым способом навигации. Это использовать маршрутизацию по имени, или ее еще называют naming routing. Итак, чтобы задать маршрут к некой странице, у Material App есть такой параметр, как routes. Параметр routes — это map, который принимает string и widget builder. И теперь здесь укажем путь ко второй странице следующим образом. Здесь имена маршрутов принято использовать как пути в директориях, то есть ставим слэш, потом, например, page 2, там либо слэш page 2, 1, 2, 3 и так далее. И в качестве значения передадим контекст, который будет возвращать нам страницу page 2. Отлично, и теперь, чтобы открыть окно по этому маршруту, нужно использовать навигатор pushNamed. Давайте я это удалю и вызовем следующее. Навигатор pushNamed, который принимает контекст и route name. В качестве route name мы передадим наш путь, который мы указали здесь в routes. Давайте сохраним и посмотрим, что у нас получилось. Итак, я нажму на кнопку Move to Page 2. И как видите, мы с вами успешно перешли на вторую страницу. Для возвращения назад здесь ничего менять не стоит. Также используем навигатор Pop у этой кнопки. Если же нам нужно изменить маршрут по умолчанию при открытии нашего приложения, то нужно указать у Material App такой параметр, как Initial Route со значением маршрута. К примеру, при запуске нашего приложения будем открывать сразу страницу Page 2. И как видите, у нас сразу при запуске нашего приложения открылась вторая страничка. И еще хочу добавить, что по умолчанию маршрут главного окна по умолчанию выглядит следующим образом. То есть это просто слэш. Таким образом, при использовании данного метода наша страница Page 2 создается один раз и добавляется в качестве маршрута в точке входа приложения в файле main.dart. Обход блокировок, приватность, SEO-оптимизация, работа с мультиаккаунтами для маркетинговых задач. Это главные причины, для чего нужен индивидуальный прокси-сервер. А купить его можно у Proxy Line. Сразу после оплаты вы получаете данные от личного прокси-сервера, который можно легко настроить в браузере или телефоне. Прокси-сервер будет принадлежать только вам. Очень много стран. Больше 100. Есть возможность выбирать конкретные города и подсети вручную. Proxy Line осуществляет строгий контроль геолокации IP, адресов и регулярно проверяет их на наличие спам-базах. Это гарантирует чистые качественные IP с хорошей репутацией и верной геолокацией. При необходимости можно купить много прокси-серверов и управлять ими внутри удобного и многофункционального личного кабинета. У Proxy Line появились индивидуальные протоколы на сервере MT Proto. Стабильное решение для доступа к Telegram в условиях ограничений в России. Несмотря на массовые блокировки, в Proxy Line можно купить работающий сервер из России. Для этого теперь есть специальная функция на странице оплаты. Достаточно просто поставить галочку в строке про региональные ограничения. Сервис уже работает 7 лет. А служба поддержки доступна 24/7. При покупке есть гарантия возврата. Если вас что-то не устроит, вы можете IP, адрес в онлайн-чате в любое время или вернуть деньги с вычетом за использованные дни. По промокоду ITANLOCKET можно получить скидку 10%. А если вы будете покупать в России, у сервиса есть зеркало, которое позволяет обходить блокировки. Плюс можно оформить покупку через Telegram-бота. Переходим по ссылкам в описании. Покупаем прокси-серверы напрямую у производителя и повышаем свою продуктивность и безопасность в сети.
следующих 3 видео мы разберем, как реализовать передачу данных между экранами при навигации. Есть 3 разных способа сделать это. Я буду обсуждать их один за другим. Обмен данными очень важен, когда мы переходим с одного экрана на другой. Итак, рассмотрим один из самых простых способов передачи данных при навигации между экранами. Вы можете передавать любые данные между экранами, любого типа. К примеру, string, integer, map, list или объект. В этом примере мы передадим объект с одного экрана на другой экран. Итак, давайте рассмотрим код. Для удобства я Material App перенес в метод runApp, который находится в функции main. А также у меня есть 2 экрана. Это First Home и Second Home. В первом экране реализован AppBar с кнопкой Raised Button. А на втором экране у меня также реализован AppBar и кнопка, у которой вызывается навигатор с методом pop. И также у меня реализован класс User, который хранит в себе имя и возраст данного пользователя. И реализован также его конструктор с необязательными параметрами. Итак, чтобы передать наш объект User с первой страницы на вторую, воспользуемся снова виджетом навигатор Push. Который принимает контекст и route. Давайте мы с вами теперь реализуем route. У Material Page Route вызываем builder, который принимает контекст. И возвращаем вторую страницу. Теперь также в методе onPressed создадим нашего пользователя. В параметр name я передам имя нашему пользователю, а в параметр age я передам его возраст. И теперь нашего пользователя передадим в конструктор Second Home, который мы реализуем чуть позже. Теперь перейдем в Second Home и реализуем у него конструктор, который будет принимать нашего пользователя. И теперь все, что осталось сделать, это вывести его имя и возраст на наш второй экран. Выводить я буду информацию в AppBar, поэтому в виджете текста я поменяю текст с Page 2 на следующий. Давайте сохраним и посмотрим, что у нас получилось. Нажимаем на кнопку Second Home. И как видите, наши данные передались. То есть имя пользователя и его возраст. Это мы с вами рассмотрели самый простой способ передачи данных с использованием конструктора. В прошлом видео мы с вами передали данные, используя конструктор. И, к примеру, у нас пусть не будет прямого доступа к конструктору второго экрана. Давайте мы его удалим. Итак, что нам нужно сделать для того, чтобы передать наши данные на второй экран, у которого нет конструктора? Для этого у Material App реализуем Routes. Первый маршрут я назову как First. Он будет у нас показывать First Home, то есть первую страницу. А второй маршрут я назову как Second, который нам будет отображать Second Home. Итак, для того, чтобы перейти нам на вторую страницу, нам необходимо указать название ее маршрута. Опять переходим к нашему первому экрану, кнопке Raised Button. И здесь мы будем вместо push использовать push named, который принимает контекст и название маршрута.
второй страницы. Она у меня second называется. Это можно удалить. У pushNamed есть необязательный параметр, который называется arguments. Он может принимать любой объект, поэтому мы его здесь реализуем. И в этот параметр мы как раз и передадим нашего пользователя, user. Отлично. Для доступа к данным на нашей второй странице нам понадобится route settings. Всякий раз, когда мы используем маршруты в нашем приложении, они возвращают нам route settings. Route settings дает нам доступ к названию маршрута и параметру, который передается в маршруты. Давайте мы с вами его реализуем. К примеру, я переменную назову settings, которая будет нам возвращать row settings. И воспользуемся таким виджетом, как model route. У него вызываем of вместе с контекстом и вызываем settings. И теперь нам необходимо извлечь наши данные, которые мы передали в arguments. Извлекать данные мы будем в переменную user. Для этого мы используем нашу переменную settings. И у нее есть такое свойство, как arguments. Отлично, давайте сохраним и посмотрим, что у нас получилось. Итак, давайте нажмем на нашу кнопку. И как вы видите, мы с вами передали информацию о нашем объекте на второй экран, без использования конструктора. Route settings будет доступен только при использовании маршрутов в Material App. В других случаях, если вы попытаетесь вызвать route settings, вы будете иметь значение null. Теперь рассмотрим случай, когда у нас нет row settings у второго экрана, но есть конструктор. И также у нас отсутствуют rows. Итак, как мы можем передать информацию об объекте на следующий экран? У нас теперь нет доступа к route setting внутри second home, но у нас есть доступ к нему за пределами second home. Давайте теперь рассмотрим, как мы можем получить доступ к route setting за пределами second home. Для этого мы можем воспользоваться такой функцией у Material App, как onGenerateRoute. В качестве параметра мы передадим settings. Если мы наведем на параметр settings, то вы можете заметить, что он возвращает нам route settings, а функция onGenerateRoute возвращает нам route. И в этой функции все, что нам надо сделать, это пробежаться по параметру settings, используя switch. У settings есть такое свойство, как name. Итак, возьмем первый маршрут, который отвечает у нас за главное окно. И здесь мы должны вернуть Material Page Route, куда мы передадим First Home. И пробежимся теперь по второму маршруту, который у нас будет называться Second. И здесь мы будем вызывать Second Home. И так как у нас у Second Home реализован конструктор, мы сюда будем передавать наш объект User. Осталось нам его только создать. И так как у нас здесь есть доступ к route settings и аргументам, то мы извлекаем аргументы и передаем нашей переменной user. Для этого используем параметр settings и вызываем у нее свойство arguments. И нашего пользователя мы уже передали в конструктор, который реализован в second home. Это все, что нам надо сделать. Остальное мы не трогаем. Давайте сохраним, посмотрим, что получится. Как видите, мы снова передали нашего пользователя на второй экран. Мы можем изменить, к примеру, возраст, чтобы удостовериться, что у нас все работает. Возраст изменился. Этот подход является одним из лучших подходов к выполнению навигации в любом реальном приложении с передачей данных. Всем привет! В этом видео на простом примере рассмотрим, как вернуть данные со второго экрана на первый. Итак, я создал новое приложение, где функция main содержит Material App,
который в параметр Home принимает виджет FirstScreen. Этот виджет у меня реализован в отдельном файле, который называется firstscreen.dart. И он унаследован у меня от stateful виджета. Виджет FirstScreen отвечает за отображение первого экрана на устройстве. Он содержит в себе два элемента. Это виджет текст, который будет принимать некоторый текст со второго экрана, и кнопку, по нажатию на которой мы будем переходить на второй экран. У виджета FirstScreen я уже реализовал метод навигатор push, который отвечает за переход на второй экран по нажатию на кнопки. Второй экран у меня реализован также в отдельном файле, который называется secondscreen.dart. Здесь реализован у меня виджет SecondScreen, который также унаследован от stateful виджета. И этот виджет у меня отображает редактируемый текст field, в котором мы можем печатать некоторый текст. За это отвечает специальный такой контроллер, как Text Edition Controller, который дает доступ к редактируемому текст-филду. И также на втором экране реализована кнопка, по нажатию на которой мы переходим на первый экран, First Screen. У этой кнопки я реализовал уже также метод навигатор pop. Итак, как нам передать текст из текст-филда на первый экран? Навигатор pop принимает второй необязательный параметр result, который возвращает любой результат в виде объекта future. В качестве второго параметра я передам переменную, которую назову, к примеру, text to send back. И эта переменная будет хранить наш текст, который мы напечатаем в текст филде. Для этого мы обращаемся к контроллеру TextField-Controller и вызываем у него свойство текст. Отлично, теперь перейдем к первому экрану, и после возвращения результата со второго экрана SecondScreen нам нужно обновить виджет текст. Для обновления виджета текст реализуем у кнопки метод setState и передадим в переменную текст наш результат со второго экрана. В переменную result мы передаем наш навигатор push. И как вы можете заметить, у нас появилась ошибка. Нам говорят, что навигатор push возвращает объект future, который завершается после вызова навигатор pop на втором экране. А при работе с объектами future мы должны использовать async await. Поэтому давайте мы создадим метод, который ничего не будет возвращать, и назову я метод как return data from second screen. В качестве параметра он будет принимать контекст. И сразу наш метод сделаем асинхронным. И теперь все это дело перемещаем в наш метод. Причем навигатор push также отметим ключевым словом await. Ну и теперь у кнопки осталось вызвать данный метод, который принимает контекст. Ну, в принципе, все. Давайте запустим, посмотрим, что у нас получилось. Итак, переходим на второй экран. Давайте здесь напечатаем какой-нибудь текст. И теперь попробуем его передать на первый экран. Отлично. Вот таким вот образом мы передали с вами информацию со второго экрана на первый. Всем привет! И в этом разделе поговорим о виджетах ввода. Виджеты ввода используются для получения данных, введенных пользователем. Перед тем, как использовать внесенные данные пользователям, важно проверить их после ввода. Внесены ли данные в обязательные поля, соответствуют ли содержимые значения соответствующему полю. Например, в поле возраст должно быть целочисленное число. Выбрано ли нужное значение в группе переключателей и так далее. И чтобы объединить и обработать все поля ввода, Flutter SDK предоставляет такой виджет, как Form. Можно сказать, что виджет Form – это контейнер для полей формы, который оборачивает все поля ввода и делает их дочерними.
Преимущество виджета форм в том, что он предоставляет нам расширенные возможности, такие как сохранение данных, их сброс и валидацию, через обращение к состоянию формы, form state, что позволяет форме управлять состоянием всех полей ввода в форме, устраняя необходимость обрабатывать состояние для каждого поля индивидуально. Итак, давайте рассмотрим виджет форм на примере. Я создал новое приложение, назвал его Forum Example. Наше приложение будет требовать от пользователя заполнить регистрационную форму. Это будет типичная форма ввода, которая также продемонстрирует и другие механизмы, связанные с вводом данных. Итак, давайте я лишний код уберу. Итак, параметр Home у меня будет содержать страницу, которую я назову как Register Form Page, к примеру. Так, Title назову как Register Form Demo. Так, давайте я создам данную страницу. Создам папку, назову ее Pages. И в этой папке я создам новый файл, который назову как Register Form Page. .dart. Итак, для реализации виджета форм нам потребуется stateful widget. И stateful widget я назову как Register Form Page. Давайте сразу импортнем материал. Итак, возвращать мы будем scaffold. Давайте у scaffold реализуем AppBar. У AppBar title я назову как Register Form. И расположу title по центру нашего AppBar. И теперь у scaffold реализуем параметр body, который будет содержать основной контент нашей формы. Итак, реализуем виджет форм. И в качестве дочернего элемента параметр child я передам list view. Итак, в качестве дочернего элемента формы я выбрал list view, потому что у нас будет форма, которую я хочу отображать вертикально, с одним вводом на строку. Кроме того, list view можно прокручивать, поэтому он дает нам возможность расширять нашу форму, не беспокоясь о нехватке места. Итак, давайте мы зададим некоторый отступ для нашего list view через параметр padding. Здесь я вызову ActionSets, куда я передам значение 16.0. Итак, давайте подключим наш Register Form Page в main.dart. Итак, вот у нас появился бар и форма, которая содержит list view. Итак, в этом видео добавим поля ввода к нашей форме. Flutter SDK предоставляет два типа полей, которые мы можем использовать для форм. Это виджет TextField и виджет TextFormField. Давайте рассмотрим виджет TextField. Виджет TextField это наиболее часто используемый виджет для ввода текста. А виджет TextFormField оборачивает виджет TextField и интегрирует его с окружающей формой. В результате чего мы получаем дополнительные функции, такие как проверка поля на валидность и интеграцию с другими виджетами FormField. Давайте сохраним, посмотрим, как выглядят наши виджеты. Итак, вот у нас отобразился TextField и FormField. Давайте им зададим некоторый текст. Для того, чтобы задать текст для виджета TextField и TextFormField, вызовем у него такой параметр, как Decoration. И в это Decoration мы передадим виджет InputDecoration. И у InputDecoration вызовем параметр LabelText. Так как LabelText от нас ожидает увидеть строку, то нет необходимости строку оборачивать виджет текст. Поэтому здесь я напишу full name со звездочкой. Так, давайте сохраним. Итак, вот мы у TextField отобразили текст full name со звездочкой. И также давайте отобразим текст у TextFormField. У него также вызываем Decoration, передаем InputDecoration.
И используем параметр labelText для того, чтобы назвать наше поле ввода. Ну, давайте поле ввода назову как phone number. Кстати, TextField не обязательно использовать при создании формы. А вот TextFormField, как я уже сказал, это обертка над TextField. И он должен быть реализован именно в виджете формы. И еще вы можете заметить, что TextField и TextFormField отображаются одинаково. Но между ними есть небольшие различия. К примеру, мы не можем проверить поле TextField на валидность, в отличие от TextFormField. Итак, давайте создадим еще несколько полей ввода для нашей формы и реализуем кнопку для отправки данных, которые введет пользователь в эти поля. Давайте я между полями сделаю небольшой отступ через Icebox. Итак, я создам несколько TextFormField'ов. Итак, второй TextFormField у нас будет называться как email адрес. Третий TextFormField у нас будет иметь название как, давайте, Life Story. Итак, давайте сохраним. Значит, поле e-mail адрес у нас будет отвечать, соответственно, за ввод e-mail, а в поле Life Story, к примеру, пользователь будет вводить краткую историю своей жизни. Ну, к примеру. Так, давайте я здесь побольше отступ сделаю от этого поля. Итак, и еще реализуем два поля. Это password и confirm password. Так, следующее поле password. И последнее поле это у нас будет confirm password. Итак, основные поля мы реализовали. И теперь давайте реализуем кнопку для отправки данных. Также я сделаю небольшой отступ через Icebox. Так, кнопку мы будем использовать через виджет RaisedButton. Метод onPressed мы сделаем пока пустым. Давайте цвет для нашей кнопки сделаем зеленый. Так, сохраним. Вот наша кнопка. В параметр child мы передадим текст. Текст я назову как submit form. И задам стиль для нашей кнопки. А именно сделаю цвет текста белым. Итак, вот наша кнопка. Вот, в принципе, и все. Нужные поля для формы мы реализовали. А в следующем видео поговорим, как можно задать красивый стиль для наших полей через параметр Decoration. В этом видео рассмотрим, как можно применить некоторые стили для наших полей ввода. По умолчанию TextField и TextFormField оформляются подчеркиванием. Мы можем к нашим полям ввода добавить, к примеру, метку, иконку, текст встроенной подсказки и текст ошибки, указав Input Decoration в качестве свойства оформления для TextField и TextFormField через параметр Decoration. Итак, на примере наших полей зададим им стиль. Я начну с поля TextField. Итак, у нас здесь уже в параметре Decoration, Input Decoration реализован параметр LabelText, который выводит название поля FullName. Давайте нажмем на это поле. Как видите, FullName переместился чуть выше над нашим курсором. И далее у нас вышла клавиатура, где мы можем вводить некоторый текст. Итак, я текст давайте уберу. Предлагаю к нашему полю добавить какую-нибудь подсказку через параметр, к примеру, hint text. Придумаем текст такой, как What do people call you?
Итак, давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Итак, я нажимаю на первое поле. И как видите, у нас появился текст с подсказкой, что требуется ввести пользователю. В полях ввода TextField и TextFormField часто используются иконки префиксов, чтобы дать пользователю возможность лучше понять назначение данного поля. Итак, давайте реализуем префиксную иконку через параметр prefixIcon, куда я передам иконку, к примеру, iconsPerson. Давайте сохраним. Итак, вот у нас появилась префиксная иконка человечка. То есть, посмотрев на данное поле, пользователь сразу поймет, что от него требуется ввести. Параметр prefixIcon выводит иконку слева, внутри поля ввода. Далее давайте реализуем иконку суффиксов, то есть суффикс icon. Суффикс icon используется для различных целей, таких как редактирование поля, очистка поля и так далее. Итак, давайте я сюда в суффикс icon передам иконку. К примеру, иконку я буду передавать как delete outline. Давайте сохраним, посмотрим, как выглядит данная иконка. То есть это иконка корзинки. То есть когда пользователь будет нажимать сюда, у нас будет поле очищаться, к примеру. И мы можем нашей иконке задать цвет. Давайте цвет корзинки сделаем красный. Также давайте добавим границы. Есть несколько типов границ, таких как граница ошибок, граница фокуса, активная граница, отключенная граница. Предлагаю рассмотреть активную границу и границу фокуса. Как только вы научитесь стилизовать один тип границы, вы сможете сделать самостоятельно и другие границы. Итак, предлагаю рассмотреть включенную границу. За это отвечает параметр enabled border. Включенная граница – это та граница, которая появляется, когда поле не сфокусировано. В данном случае наше поле не сфокусировано. Если мы сейчас на него нажмем, то мы получили фокус на данное поле. Итак, давайте для этого поля добавим черную включенную границу и закруглим ее. Для этого в Enabled Border передадим виджет Outline Input Border. И у виджета Outline Input Border вызовем параметр Border Radius. Итак, давайте зададим радиус для нашей границы. И в качестве значения для нашего радиуса я передам число 20. И теперь реализуем черную рамку вокруг нашего поля. Для этого я вызову параметр border side. И здесь я воспользуюсь виджетом border side. Итак, рамка у нас будет черного цвета. И давайте толщину для нашей рамки я установлю значение 2. Давайте сохраним. Итак, вот появилась наша рамка с закругленными краями. Теперь давайте рассмотрим границу фокуса. Это та граница, которая появляется, когда поле активно. И как видите, если я сейчас перейду на второе поле, то у нас появилась включенная граница. То есть это граница, которая появляется, когда поле не сфокусировано. Если сейчас я нажму на первое поле снова, то наше поле сфокусируется. И вот как раз когда наше поле сфокусировано, давайте реализуем границу фокуса. За это отвечает параметр Focus Border. Итак, давайте зададим те же параметры, что и для Enabled Border, только поменяем цвет. У нас будет при фокусировке поля цвет не черный, а, к примеру, синий, blue. Итак, вот появилась наша граница. Так, давайте посмотрим. Отлично. Ну и то же самое давайте проделаем и с полем FoneNumber. Так как он у нас помечен звездочкой, то это у нас поле обязательное для заполнения. Поэтому я вот это дело скопирую и также передам в поле FoneNumber.
Так, и давайте подсказку для этого поля также сделаем. Hint text. Ну, давайте такой текст введем, как Where can we reach you? Так, давайте посмотрим. Вот появилась подсказка. И давайте еще выведем вспомогательный текст, то есть через параметр helper text, который будет подсказывать пользователю, какой формат телефона ему стоит вводить. Ну, давайте напишем следующее. Фон, формат. Ну, давайте телефон формата у нас будет следующий. XX, потом 3X и 4X. И как видите, вот у нас здесь под полем появился helper текст. И опять же у этого поля давайте реализуем префикс icon. Сюда я передам иконку, которая называется call. И суффикс icon. Суффикс icon давайте будет у нас тоже иконка в виде корзинки. Итак, вот у нас телефонная трубка появилась. Итак, следующее поле, это у нас e-mail адрес. Здесь давайте сделаем подсказку. Hint text. К примеру, enter a email адрес. И установим уже просто иконку, то есть не префиксную, не суффиксную иконку, а просто иконку. И посмотрим, в чем разница между ними. Icons Mail. Давайте сохраним. И вот появилась иконка почты. То есть, если мы используем просто иконку в Input Decoration, то у нас поле как бы обрезается до иконки, иконка находится слева от поля. Итак, поле следующее идет Live Story. Давайте данному полю я задам hint текст, такой как Tell us about yourself. Расскажи нам о себе. Потом сделаю helper текст. Так, к примеру, keep it short. This is just a demo. Сохраним, посмотрим. Так, ну вот подсказка. Вот helper текст. Давайте мы границу отключим. Для этого просто передадим outline input border без всяких параметров. Так, точнее мы просто сделали, да, квадратную границу. Не отключили, а квадратную границу сделали. Ну хорошо, пускай так будет, так даже красивее. Итак, если мы сейчас нажмем на это поле, то мы можем ввести только одну строку. Давайте мы расширим количество вводимых строк до 3. Для этого у TextForm филда можно вызвать такой параметр, как MaxLines со значением 3. Отлично. И теперь мы можем сюда вводить сразу несколько строк. Так, и у нас осталось еще два поля. Это Password и Confirm Password. Так, в поле Password я передам hint text. К примеру, enter the password. Сделаем суффикс icon. Суффикс icon я буду использовать icon button. То есть у нас будет справа такой глаз, по нажатию на которого мы будем отображать наш пароль. Поэтому здесь я использую icon button вместо icon. И в icon button я передам иконку через widget icon icons. Иконку я вызову как visibility. Это вот такой вот глаз. И у icon button мы должны он pressed реализовать. Пока сделаю его пустым. Так, сохраним. Вот у нас что появилось. И давайте я задам иконку для нашего TextForm филда. Icon. Icons Security. Ну и то же самое давайте
проделаем из confirm password. Hint text enter the... Давайте вместо enter confirm the password. Также icon button будет. Только здесь у нас будет вместо этого icon security, icons, к примеру, border color. Так, ну и суффикс также оставим. Отлично. Но кнопку мы стилизовать не будем. В следующем видео рассмотрим типы ввода данных в наши поля. В мобильном приложении мы можем изменить раскладку клавиатуры, а также мы можем ограничить пользователя при вводе информации в соответствии с полем. Ну, в качестве примера бесполезно давать полную клавиатуру числовым полям. Поэтому в виджетах TextForm Field и TextField есть такой параметр, как Keyboard Type, в котором мы можем задать тип клавиатуры. Давайте реализуем данный параметр у виджета TextForm Field, который отвечает за второе поле Phone Number. Итак, реализуем Keyboard Type. И сюда мы передадим виджет Text Input Type со значением Phone. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Если мы нажмем на поле Full Name, как видите, у нас вышла раскладка клавиатуры с буквами. Если мы нажмем сейчас на поле Phone Number, то наша раскладка поменялась на числовую, так как мы здесь задали тип клавиатуры Phone. И сейчас в это поле я могу вводить как цифры, так и буквы. Итак, чтобы мы не могли вводить кроме цифр больше ничего, для этого мы можем у TextForm Field вызвать такой параметр, как Input Formatters, где мы можем отфильтровать ввод данных через виджет Filtering Text Input Formatter. И данному виджету передадим свойство Digits Only. То есть теперь мы можем вводить только цифры. Давайте посмотрим. Вот я ввожу цифры, буквы я уже не могу вводить. Так, следующее поле, которое смотрим, это e-mail адрес. Здесь давайте данному полю также зададим тип клавиатуры через Text Input Type. И установим ему значение e-mail адрес. Сохраним. Если нажмем на данное поле, то видите, наша клавиатура снова поменялась. Здесь уже нам предоставляют значок собачки. Так, теперь разберемся с полями Password и Confirm Password. Итак, давайте я нажму на Password, введу какой-то текст. Как видите, мы видим, что мы вводим. Чтобы этого избежать, мы можем у TextForm Field вызвать такой метод, точнее такой параметр, как Obscure Text, и поставить его значение True. Теперь наши буквы поменялись на звездочки. Давайте вместо True я буду использовать переменную. Переменную я назову как, к примеру, Hide Pass. По умолчанию значение True будет иметь. Отлично. Сейчас в наше поле мы можем вводить безграничное количество символов. Давайте ограничим это поле 8 символами. Для этого вызовем такой параметр, как maxLange. Установим значение 8. Все, теперь больше 8 символов мы вводить уже ничего не можем. И здесь как раз появилось 8 из 8. И также давайте реализуем на нажатие нашей иконки. То есть, когда мы нажимаем на нашу иконку, то вызовем метод setState. То есть, здесь мы берем нашу переменную HidePass, и ее значение будем менять на противоположное. HidePass. И когда наше значение изменилось на противоположное, мы будем также менять иконку. Icon у нас HidePass.
Если у нас hide pass true, то будем visibility отображать иконку, а иначе будем отображать icons visibility off. Давайте сохраним. Так, нажимаем на иконку. Как видите, текст отобразился, иконка поменялась. Отлично. И то же самое проделаем с Confirm Password. Также его ограничим 8 символами. Передадим hide pass. Давайте сохраним. Так, нажимаем на нашу иконку. Да, текст у нас меняется. Давайте я вообще уберу эту иконку, то есть суффикс icon. То есть у нас будет достаточно этого поля. Нажимаем, отображаем текст и в Confirm Password. Нажимаем на нее, и наш текст скрывается в полях Password и Confirm Password. Итак, это все, что касается ввода данных. В этом видео рассмотрим, как мы можем получать значения из полей ввода. Итак, чтобы получить текущий текст с наших полей, который ввел пользователь, нам необходимо для каждого поля предоставить контроллер, который называется Text Edition Controller. Давайте мы его реализуем. Итак, я перемену назову как NameController. Этой переменной мы должны предоставить Text Edition Controller. Другими словами, Text Edition Controller предоставляет доступ к значению внутри текстового поля, а также он служит для управления значением внутри текстового поля через встроенные в него методы. Итак, после того, как мы с вами создали контроллер, мы его должны очистить в методе dispose. То есть берем наш NameController и вызываем у него dispose. То есть мы очищаем контроллер после удаления этого виджета. Теперь, когда у нас есть Text Edition Controller, давайте его подключим к текстовому полю, используя свойство controller. Итак, берем TextField и вызываем у него свойство controller. И передаем сюда NameController. Теперь поле TextField может считывать введенный пользователем текст. Предлагаю полученный текст вывести в консоль нашего приложения. Для этого давайте мы у кнопки реализуем метод SubmitForm, когда пользователь нажимает на эту кнопку. Итак, когда пользователь нажмет на эту кнопку, у нас вызовется метод SubmitForm, в котором мы будем выводить информацию из этого поля в консоль. Так, name. Теперь, используя NameController и вызвав у него метод text, мы сможем получить строку или информацию, которую ввел пользователь в текстовое поле. Давайте сохраним и посмотрим. Так, я нажимаю на кнопку Submit Form, и вот мы получили name Константин. То же самое давайте проделаем и с остальными полями, кроме полей Password и Confirm Password. Нам не нужно выводить пароль в консоль. Опять же, для полей Phone, E-mail, Live Story, Password, Confirm Password необходимо создать Text Edition Controller. После того, как мы их создали, нам необходимо их очистить в методе dispose. И теперь по нажатию кнопки выведем информацию из этих полей. Только каждый контроллер мы должны назначить сначала каждому своему полю. Итак, phone number мы сюда передаем phone контроллер. В e-mail мы передадим e-mail контроллер. В
поле Live Story мы передадим Story контроллер. В поле Password мы передадим Password контроллер. В Confirm Password мы передадим Confirm Pass контроллер. Так, и здесь реализуем вывод информации телефона, e-mail и Story контроллера. Ну, то есть поле Story Live. Выводим телефон, фон контроллер. Потом выводим e-mail и выводим Story контроллер. Итак, здесь мы поменяем фон, сделаем. Здесь у нас e-mail и Story. Так, вот у нас поля пустые. Давайте я их заполню. Так, Константин. Здесь пока проверки нету. Собачка и какая-нибудь Live Story. Все, нажимаю Submit Form. И вот мы с вами получили имя, телефон, e-mail и Story. Ну, если бы мы сюда еще пароль вывели, то и получили бы также пароль. Это все, что касается получения информации с полей ввода. Всем привет! В этом видео рассмотрим валидацию каждого поля, а также валидацию самой формы. Практически все формы нуждаются в проверке. К счастью, Flutter справляется и с этой задачей. Предлагаю рассмотреть несколько различных валидаций для наших полей текущей формы. Итак, давайте начнем сейчас с поля Live Story. Давайте мы его найдем. И предлагаю этому полю установить проверку длины строки. Для этого у TextForm филда вызовем такой параметр, как InputFormatters, куда мы передадим ограничения на ввод символов в это поле через виджет Length Limited Text Input Formatter. И поставим сюда значение 100. То есть в это поле мы можем ввести не больше 100 символов. Давайте сохраним, проверим. Ну и все, и дальше у нас символы не идут. Далее давайте рассмотрим, как можно установить обязательную проверку поля. Чтобы проверить форму при отправке, мы должны использовать параметр валидатор у виджета TextFormField. Мы не можем проверить виджет TextField на валидацию, так как у него отсутствует параметр валидатор. Поэтому предлагаю заменить наш виджет TextField на виджет TextFormField. И теперь мы можем смело у него вызвать параметр валидатор, который отсутствовал у TextField. Итак, давайте поле будем проверять на заполняемость. То есть, если пользователь ничего не ввел, то будем выдавать ошибку, что это поле необходимо заполнить. Итак, сюда передадим val значение, и возвращать мы будем, к примеру, если val у нас is empty, то есть если поле пустое, тогда мы будем отображать name is required, то есть необходимо ввести информацию в это поле. А иначе будем возвращать null. Давайте сохраним и нажмем на кнопку Submit Form. Как видите, валидация у нас не произошла. Чтобы валидация формы выполнялась, мы должны у формы реализовать параметр key, в котором мы обязаны передать глобальный ключ с подтипом FormState. Давайте глобальный ключ я назову как FormKey. Итак, здесь давайте реализуем данный глобальный ключ. То есть мы передаем global key, в который передаем подтип FormState. То есть FormState это встроенный класс, который предоставляет ряд удобных методов для поддержки логики формы. Таким образом, при работе с формами обычно используются ключи, которые могут предоставлять ссылку на объект FormState, в результате чего вся логика и свойства, которые находятся в объекте FormState, доступны через этот ключ, который мы создали, что означает, что мы можем взаимодействовать с ним во всех виджетах, которые существуют в нашей формы, включая дочерние элементы. И теперь мы нашу форму проверим на валидность введенных данных. Для этого отправляемся в метод SubmitForm и через ключ, который мы создали FormKey,
мы обратимся к form state. Давайте напишем следующее. Если form key .current state, то есть мы через этот ключ обращаемся к form state, далее к его текущему состоянию, и у текущего состояния вызываем метод validate. Здесь мы проверяем, проходит ли проверку поля ввода, если у поля ввода есть функции проверки в параметре валидатор, который мы с вами задали для первого поля. То есть данный метод validate проверяет у полей вот этот параметр валидатор. Чтобы form key current state validate вернул значение true, в полях не должно быть ошибок. То есть все методы проверки должны вернуть нам значение null, которое я вот здесь вот передал. Если это так, то будем выводить сообщение об успешной валидации формы. Print. И давайте напишем form is valid. Если форма валидна, будем распечатывать значение данной формы. Так, нажимаю на кнопку Submit Form. И как видите, у нас появилось сообщение об ошибке. Name is required. Давайте я сюда введу какой-нибудь текст. Снова нажимаю Submit Form. И вот мы получили name. И получили сообщение Form is valid. То есть форма наша вся прошла валидацию. Предлагаю усложнить валидацию для поля name. Давайте я создам метод, который у нас будет возвращать string. Метод назову как validate name. Он будет принимать значение value от валидатора, то есть вот это значение. Итак, сделаем следующее. Если value is empty, тогда мы будем возвращать name is required. То есть, если у нас значение пустое, будем возвращать name is required. А иначе, если... Давайте мы нашему полю зададим так, чтобы пользователь мог ввести только буквы, большие и маленькие. Для этого воспользуемся регулярным выражением. Давайте назову переменную name exp. И вызовем такой виджет, как regexp, который отвечает за регулярные выражения. И в regexp я передам такое регулярное выражение. То есть у нас пользователь будет вводить большие символы от A до Z, маленькие символы. То есть будем проверять, если name exp у нас has match с нашим значением value, тогда return please enter. То есть если наоборот, если у нас введен текст не такой, как мы задали в регулярном выражении, тогда будем писать ошибку please enter alphabetical characters. А иначе мы будем возвращать null. Сохраним и теперь этот validate name метод передадим в валидатор формы text form field. Ну, то есть вот сюда вот. Так, здесь точка запятой. И здесь точка запятой. Так, сохраним. Проверим. Submit. Так, форма прошла проверку. Давайте я введу, к примеру, цифры. Так, ошибка. Введите только буквы. Так, если у нас поле пустое. Другая ошибка. Ну, в общем, у нас все работает прекрасно. Далее давайте рассмотрим валидацию номера телефона через, опять же, регулярные выражения. Давайте мы перейдем к форме, которая отвечает за ввод телефона. Phone number. Итак, у нас здесь есть input formatter, где мы вводим только цифры. Здесь я поставлю комментарий. Итак, здесь мы будем делать фильтр на числа. Фильтр text input formatters через регулярное выражение. То есть пишем regexp. Итак, записываю следующее регулярное выражение. Значит,
У нас будут сначала эти скобки, потом число и тире. Числа у нас будут от 1 до 15. Ну, давайте так, наверное, сделаем. И, ну и в принципе все. Необходимо также реализовать параметр allow, то есть разрешить фильтрацию. Allow передадим значение, поставим значение true. Теперь вызовем параметр validator, в него передадим value. Возвращать мы будем следующее. Метод мы реализуем, который я назову validate phone number. В этот метод мы будем передавать данный value. Метод у нас будет возвращать значение bool. Если у нас метод вернет значение true, значит форма прошла валидацию, возвращаем null. А иначе я буду выводить текст phone number, ну, к примеру, там must be entered as, ну, типа такого формата. Давайте вместо иксов решеточки выведем. То есть будем вводить данную надпись, если у нас валидация не прошла. Теперь реализуем данный метод. Метод должен возвращать bool, validate name, принимать он будет string input. Переменную назову как, ну давайте, я назову как phone exp. Так, берем наше регулярное выражение. Так, надо создать его, значит, так, сначала r, потом, значит, мы должны сформировать вот. Так, в скобочках у нас должно быть 3 числа. Далее, после скобок тоже 3 числа. Потом тире и 4 числа. И поставим $. Так, и возвращать мы будем phone exp has match со значением input. Давайте проверим. Я введу сюда какие-нибудь цифры. Нажимаю отправить. Так, здесь, по-моему, ошибочка. Да. Так, вот мы выдали ошибку. Please number. Ну, то есть телефон должен быть формата следующего. Так, ну давайте раз, два, три. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. То есть сейчас у нас должна проверка отработать. Да, отлично. Вот мы с вами получили номер телефона. Далее давайте рассмотрим валидацию e-mail. За e-mail отвечает данный text from field. Ну, здесь давайте простую валидацию сделаем. Вызывая параметр validate и метод validate реализуем e-mail. Такой вот простой метод. Он у нас будет возвращать string value, принимать параметр. Итак, если value is empty, если поле наше пустое, тогда return email cannot be empty. Иначе, если email, наш контроллер текст, так, contains не содержит символ собачки, тогда мы будем возвращать ошибку invalid email address. А иначе будем возвращать null. Давайте сохраним, проверим. Вводим любой текст, нажимаем submit. Так, наша проверка не проходит, потому что здесь надо, если не содержит значок, тогда ошибку выдаем. Так, вот ошибка. Теперь на пустое поле проверим. Да, ну и давайте 1, собачка 1 поставлю, и проверка должна пройти. Ага, все, мы с вами получили e-mail. И осталось рассмотреть валидацию
на ввод паролей, на совпадение пароля. Итак, давайте снова реализуем метод, который будет возвращать тип string. Метод я назову как validate password. Принимать он будет значение value. Итак, проверяем наши поля. Если берем наш контроллер passController, текст length, проверим сначала на длину. Если он у нас не равен 8, то есть по длине он у нас короткий, тогда будем возвращать следующее. 8 characters required for password. То есть 8 символов необходимо для пароля. А иначе, если... Теперь на совпадение проверим. У нас будет один метод на два поля. Если у нас confirm password controller текст, если у нас не равен тексту, который находится в pass контроллере текст, тогда будем возвращать password does not match, то есть пароли не совпадают. А иначе будем возвращать null. Давайте мы этот метод реализуем у поля password и confirm password. Так, вызываем валидатор, сюда передадим valid password и у поля password также передадим этот метод. Так, давайте сохраним. Так, ну давайте на пустое поле проверим. 8 символов надо ввести. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Да, теперь пароли не совпадают. Давайте 3, 4, 4, 4, 4. Все, мы с вами проверку прошли. Отлично. И теперь, значит, если валидация полей прошла успешно и валидация формы прошла успешно, то нам необходимо сохранить текущее состояние формы через ключ formKey с помощью метода save. То есть, если formKey current state validate прошла успешно, тогда мы берем наш formKey, вызываем текущее состояние и сохраняем все состояние формы через метод save. А иначе будем распечатывать о том, что form is not valid, please review and correct. Сохраним. Итак, вот мы с вами написали form is valid. Давайте я здесь сделаю где-нибудь ошибочку. И вот мы получили form is not valid. Это все, что касается валидации формы. В этом видео реализуем такой виджет, как Drop Down Form Button. Он работает почти так же, как и Text Form Field, за исключением данных, которые он отображает, и того, как пользователь делает выбор. Предлагаю реализовать данный виджет на нашей форуме, где пользователь будет выбирать, из какой он страны. Итак, предлагаю создать переменную, которая будет хранить в себе страны. Итак, давайте в этот список занесем 4 страны. Ну, к примеру, Russia, Украина, Германия и добавим Францию. И также создадим вспомогательную переменную, куда мы будем записывать значения выбранной страны. Переменную назову как selected country. Ну и теперь предлагаю реализовать виджет Dropdown Button Form Field между e-mail адресом и Live Story. Сделаем также небольшой отступ между ними. Итак, вызываем виджет Dropdown Button Form Field. У него необходимо реализовать два
обязательных поля. Это items и onChanged. Давайте этому виджету зададим некоторый стиль через параметр decoration. Итак, наш виджет будет содержать черную границу. Также давайте сделаем иконку для него. И добавим текст на данный виджет через параметр labelText. Далее давайте реализуем параметр items, который будет отображать наш список городов из этого виджета. Для этого я возьму переменную countries и буду использовать метод map. Вместо e я передам country. Итак, возвращать мы будем виджет drop down menu item. Итак, в качестве чайлда он будет у нас принимать текст, который отобразится на виджете drop down button form field. То есть я сюда передаю country. И также у него реализую параметр value, куда мы передадим значение выбранной страны. И все это дело необходимо привести к типу toList, то есть к нашему списку. Теперь давайте реализуем метод onChanged. В качестве параметра я передам data. Давайте мы будем распечатывать нашу дату. И реализуем метод setState. И здесь мы выбранную страну из этого списка запишем в нашу переменную selectedCountry. Можно было бы, конечно, не дату назвать, а также country. И у этого виджета еще давайте реализуем параметр value, куда мы передадим нашу выбранную страну. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Итак, вот наше поле. Я нажимаю на список и выбираю страну. К примеру, Russia. Вот у нас значение выбранной страны записалось в данный виджет через drop down menu item text country. И также мы получили значение в консоль Russia. Данный виджет мы также можем проверить на валидацию. Для этого можно вызвать параметр validator. И здесь мы будем возвращать следующее. Если наше значение val равно null, тогда будем выводить текст please select a country. А иначе, если валидация пройдет успешно, будем возвращать значение null. Нажимаю кнопку Submit Form. У нас сейчас значение выбрано. Давайте я перестрою приложение. И как видите, у нас отобразилась надпись Please Select a Country. Так как поле не является обязательным, то проверку на валидность этого поля я давайте закомментирую. Это я так просто показал для примера. И давайте также нашу страну выведем в консоль при нажатии кнопки Submit. Здесь мы просто обращаемся к нашей переменной selectedCountry. Это все, что касается работы виджета Drop Down Button Form Field. В этом видео поговорим о фокусировке наших полей. Когда текстовое поле выбрано и принимает ввод, оно является сфокусированным. Как правило, пользователи переключают фокус на текстовое поле, нажимая на него пальцем, а разработчики перемещают фокус на текстовое поле программным способом. Управление фокусом является фундаментальным инструментом для создания форм с интуитивно понятным интерфейсом. Например, скажем, у нас есть экран поиска с текстовым полем. Когда пользователь переходит к экрану поиска, вы можете установить фокус на текстовое поле для поискового запроса.
что позволит пользователю сразу начать печатать, как только появится экран, без необходимости вручную нажимать на текстовое поле. Предлагаю реализовать данный механизм у нашей формы. Итак, сначала нам нужно создать фокус-нод, чтобы идентифицировать конкретный текст Form Field в дереве фокусировки Flutter. Итак, давайте создадим 3 переменные для фокусировки наших обязательных полей: Name, Phone, Password и Confirm Password. Первую переменную назову как NameFocus. И ей мы предоставляем виджет FocusNode. Следующее поле я назову как Phone Focus. И давайте реализуем еще третье поле Pass Focus. После того, как мы создали наши фокусы для наших полей, их необходимо очистить в методе Dispose, если вы собираетесь удалять или убирать форму. Теперь давайте создадим вспомогательный метод, который будет менять фокус с одного поля на другое поле. Метод у нас ничего не будет возвращать, и давайте я метод назову как Field Focus Change. И он у нас будет принимать 3 параметра. Во-первых, это контекст, build-контекст. Второй параметр, это у нас будет фокус-нод текущего поля. То есть текущий фокус, current focus. И третий параметр, это будет фокус следующего поля, next focus. Итак, когда у нас поле первое сфокусировано, и мы когда хотим перейти на второе поле с фокусом, то нам необходимо текущий фокус расфокусировать. Точнее, расфокусировать текстовое поле. Для этого берем в current focus и вызываем у него метод unfocus. И далее вызываем focus scope of context, у которого вызываем такой метод, как request focus, куда мы передадим следующий фокус. Вот такой вот у нас вспомогательный небольшой метод получился. И теперь у первого поля реализуем некоторые свойства. Ну, во-первых, вызовем параметр FocusNode, куда мы передадим наш nameFocus. Далее реализуем свойство автофокус нашего поля name. То есть, когда у нас появляется форма, наше поле сразу будет уже сфокусировано. Передадим сюда значение true. И реализуем теперь метод onFieldSubmitted. То есть, когда мы информацию ввели в наше поле, нажимаем Enter, то будет вызываться данный метод. И в этот метод мы как раз и передадим наш метод. В качестве значения он ничего не будет принимать. И будем вызывать здесь наш метод FieldFocus. Передадим сюда контекст current focus. Текущий фокус это у нас наше поле, то есть наш фокус nameFocus. А следующий фокус это у нас будет PhoneFocus. И теперь такой же механизм реализуем у поля Phone. Автофокус я уберу. В качестве FocusNode я передам PhoneFocus. Текущий фокус это у нас PhoneFocus. А следующий фокус мы будем переводить на поле Password. То есть PassFocus. И теперь перейдем к нашему полю Password. И здесь мы просто вызовем параметр FocusNode и передадим сюда PassFocus. Давайте я перестрою приложение и посмотрим, что у нас получилось. Сейчас у нас фокус должен отобразиться на первом поле. Вот, он уже отобразился. Давайте я сюда введу какие-нибудь данные. Теперь я нажимаю Enter, либо на значок подтверждения на клавиатуре. И вот фокус перешел на поле PhoneNumber. Давайте я его также заполню.
Нажимаем на Enter, и мы сразу фокус переводим на поле Password. Это все, что касается работы с фокусом. В этом видео поговорим о виджете Snackbar. Snackbar – это всплывающее уведомление внизу экрана. Его обычно используют для того, чтобы вкратце информировать пользователя, когда происходят определенные действия. В нашем случае мы будем отображать Snackbar, если вся наша форма не проходит валидацию своих полей. Итак, давайте перейдем в метод SubmitForm. И здесь я реализую такой метод, как show, к примеру, message. И в параметр message мы будем передавать наше сообщение о невалидности формы. Теперь давайте реализуем данный метод. Он ничего не будет возвращать. Принимать он будет string message. Итак, для того, чтобы реализовать Snackbar, нам потребуется глобальный ключ. Такой же, как мы реализовывали у нашей формы. Но мы уже должны брать ключ именно виджета Scaffold, так как наша форма находится на виджете Scaffold. Поэтому я здесь напишу Scaffold Key. И теперь используем Global Key, в который мы помещаем состояние виджета Scaffold, который называется Scaffold State. Теперь нашему виджету Scaffold необходимо передать данный ключ через параметр Key. И теперь мы таким образом получаем всю логику и свойства и методы, которые находятся в виджете Scaffold. Итак, обращаемся к нашему Scaffold Key, вызываем у него текущее состояние Current State и обращаемся к такому методу, как show Snackbar. Этот метод ожидает виджет Snackbar. Давайте я background color данному виджету установлю цвет красный. Дальше у нас идет контент. В качестве контента мы будем отображать message и задам стиль для нашего сообщения. Сообщение у нас будет выводиться черного цвета на красном фоне. И давайте сразу задам font weight. Ну, font weight я установлю значение, давайте 600. И реализую font size. Font size поставлю значение 18. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас получилось. Итак, я нажимаю на кнопку Submit Form. И вот вышло наше сообщение. Form is not valid. Данное сообщение мы можем также задержать, используя параметр Duration, куда мы должны передать виджет Duration. Ну, давайте его задержим на 5 секунд, к примеру. И вот он сейчас, Snackbar, провисит 5 секунд. В этом видео поговорим об Alert Dialog. Alert Dialog – это виджет, который информирует пользователя о чем-либо и требует подтверждения. Alert Dialog имеет заголовок, title и content. Заголовок отображается над контентом, а действие, например, кнопка ОК, отображается под контентом. Мы Alert Dialog реализуем в нашем приложении для того, чтобы уведомить пользователя о том, что все поля формы и сама форма прошла валидацию. Итак, давайте создадим метод, который у нас ничего не будет возвращать. И метод я назову как show dialog. Принимать он у нас будет string name. Итак, для того, чтобы реализовать Alert Dialog, необходимо воспользоваться методом showDialog, который имеет контекст. Давайте сюда мы передадим контекст. И далее у showDialog необходимо реализовать метод Builder, который принимает контекст.
Итак, возвращать мы будем alert диалог. Давайте нашему диалогу зададим title. Ну, к примеру, напишем registration successful. И теперь у нашего диалога реализуем параметр content. Итак, отображать контент мы будем следующий. Значит, мы будем отображать имя зарегистрированного пользователя. И далее напишем name is now a verified register form. И давайте для нашего контента я задам некоторый стиль. Ну, к примеру, font weight я установлю значение W700. Потом font size я передам значение 18. Также давайте добавим стиль и к нашему title. А именно задам цвет для нашего заголовка. Пусть наш заголовок будет зеленого цвета. Ну и теперь осталось реализовать кнопки, по нажатию на которых пользователь будет выбирать, что с этим диалогом делать. Кнопки необходимо реализовывать в параметр Actions. В качестве кнопки я буду использовать Flat Button. Итак, давайте метод onPressed. У нас будет вызывать навигатор, поп, и в поп будем передавать контекст. То есть по нажатию на этой кнопке мы будем возвращаться на нашу форму. А в параметр child я передам название кнопки. Ну, к примеру, кнопку назову как verified. И давайте для нее также установим стиль. Цвет будет зеленый у нашего текста. И font size я установлю значение 18. Ну вот, в принципе, и все. Мы с вами создали alert диалог. Теперь давайте по нажатию на кнопки Submit Form мы будем отображать данный alert диалог. Перейдем в метод Submit Form. И когда наша форма успешно проходит валидацию, мы будем отображать наш диалог. И в качестве параметра я передам имя, который ввел пользователь. Для этого обращаемся к name контроллеру и вызываем у него свойство текст. Давайте сохраним и заполним нашу форму. И нажму на кнопку Submit Form. И вот появился наш alert диалог. Нажимаем на кнопку Verified, и мы возвращаемся к нашей форме. Это все, что касается alert диалог. В этом видео поговорим о виджете Gesture Detector. Виджет Gesture Detector — это виджет, распознающий жесты. Он также является основным виджетом взаимодействия с пользователем. Мы можем обернуть этот виджет вокруг любого другого виджета и заставить нужный нам дочерний виджет прислушиваться к взаимодействию со стороны пользователя. Концепция обнаружения жестов несложная. Мы говорим виджету, чтобы он слушал взаимодействие, и предоставляем ему callback для выполнения при обнаружении взаимодействия. Хотя для виджета Gesture Detector требуется только один обратный вызов для жеста, но мы ему можем также передать много разных обратных вызовов или колбеков. И он будет реагировать по-разному в зависимости от обнаруживаемого жеста. Gesture Detector поддерживает основные действия, такие как нажатие, двойное нажатие, долгое нажатие, перетаскивание и так далее. Вот некоторые колбеки, которые вы видите справа. Это on double tap, вот долгое нажатие on long press и также одно нажатие on tap. Предлагаю реализовать его на нашей форме для очистки обязательных полей по нажатию на иконку корзинки. Итак, давайте найдем первое поле. За иконку корзинки отвечает параметр suffix-icon. И давайте виджет icon обернем в виджет Gesture Detector.
В качестве параметров он принимает child и сам callback. В качестве callback я буду использовать метод onTap, при нажатии на который мы будем очищать наши обязательные поля. Итак, для очистки обязательного поля name мы обращаемся к контроллеру и вызываем у него метод clear. Давайте сохраним и посмотрим его работу. Я нажимаю на корзиночку, и у нас поле очистилось. И то же самое можно проделать с обязательным полем телефон. Оборачиваем виджет icon в виджет gesture detector. И давайте поле будем очищать при callback onLonPress. То есть мы будем также обращаемся к фон-контроллеру и вызываем метод clear. Давайте сохраним. Я один раз сейчас тапну. Наше поле не очистилось. Теперь я зажимаю на корзину, и наше поле очистилось. Таким вот образом работает виджет gesture detector с его callback'ами. В этом видео рассмотрим, как можно передать информацию с нашей формы на второй экран. Итак, предлагаю создать новую страницу. И давайте страницу я назову как userinfopage.dart. И нашу страницу унаследуем от виджета statelessWidget. И теперь давайте реализуем интерфейс для второго экрана, где мы будем отображать введенную информацию нашего пользователя. Возвращать мы будем scaffold. Давайте сначала подключим Material библиотеку. И у scaffold я реализую AppBar. В качестве тайтла я передам текст UserInfo. Текст давайте расположим по центру нашего AppBar. И теперь давайте у scaffold реализуем body. Наш body будет содержать виджет card, который будет хранить в себе виджет column. А в виджет column мы будем передавать list tile. Итак, у list tile я реализую title, который у нас будет отображать имя нашего пользователя. Задам для него стиль. Толщину фона я поставлю значение W500. Также давайте реализуем параметр subtitle, который будет содержать story. Дальше реализуем параметр leading, который будет отображать нашу иконку. Иконка у нас будет черного цвета. И также давайте здесь реализуем параметр trailing, который будет отображать, из какой страны наш пользователь. Отлично, теперь давайте создадим еще один list tile, который будет содержать номер телефона нашего пользователя. Также задам стиль. И задам иконку. Иконка тоже будет черного цвета. И давайте реализуем еще один list tile, который будет содержать e-mail нашего пользователя. Ну вот, в принципе, мы с вами реализовали второй экран. Только давайте у виджета карт я вызову параметр margin, куда передам небольшой отступ. А отступ у нас будет со значением 16.
Окей, теперь предлагаю создать модель для нашего пользователя. И в эту модель мы будем записывать значения наших полей. Давайте я создам папку Model. И в этой папке я создам файл, который назову user.dart. И наша модель будет содержать 5 свойств. Во-первых, это будет name, потом будет телефон, потом будет содержать e-mail. Также запишем страну и story нашего пользователя. Итак, модель мы с вами создали. Теперь ее необходимо объявить на нашей странице с форумой. Переходим в Register Forum Page. И давайте вызовем наш класс User. Я создам переменную, к примеру, назову ее New User, куда передадим наш user. Давайте импортнем нашу модель. И теперь для того, чтобы записать каждое значение из поля в соответствующее свойство нашей модели, у TextFormField воспользуемся таким методом, как onSave. Этот метод принимает некоторые value, и возвращать мы будем запись нашего нового пользователя. То есть обращаемся к нашей переменной newUser, вызываем свойство name и отдаем свойству name значение value, которое придет с поля TextFormField_name. То же самое проделаем с остальными полями. Далее идет виджет Dropdown Button Form Field. Здесь в методе setState я уже буду обращаться просто к newUser, к полю Country и передавать значения, которые хранятся в переменной data. Только давайте data я поменяю на Country, чтобы было нагляднее. Также вызовем метод onSaved у поля Story и передадим ему значение, которое введет в это поле наш пользователь. Ну, поле Password и Confirm Password мы обрабатывать не будем. Таким образом, когда наша форма пройдет валидацию, мы с помощью метода currentState_save будем сохранять информацию полей в нашу модель. Иными словами, вот этот метод currentState_save будет проверять наличие метода onSaved у каждого поля и записывать информацию в модель. И теперь при нажатии на кнопку в методе submit мы будем отправлять записанную информацию в нашей модели на второй экран через навигатор Push. Так, давайте перейдем к Show Dialog. И вот наш метод onPressed. И когда мы будем отображать наше диалоговое окно, по нажатию на кнопки Verified мы будем передавать всю информацию на второй экран. Воспользуемся навигатором с методом Push, который принимает контекст. И в качестве route мы передадим Material Page Route. И данный виджет у нас принимает метод Builder, который принимает контекст. И возвращать мы будем наш User Info Page, то есть нашу вторую страницу. И теперь на втором экране осталось реализовать конструктор, который будет принимать нашу модель User. Давайте здесь мы также создадим переменную нашей модели. Назову ее как UserInfo. Подключим нашу модель к этому экрану. И теперь создам конструктор.
user info page, который будет у нас принимать нашу модель this user info. Давайте сохраним. Давайте снова перейдем на первую страницу нашей формы. И теперь у нас user info page содержит модель. Мы сюда и как раз передадим нашу модель. То есть вызываем user info и передаем нашего new user. Все, то есть информацию с наших полей мы запишем в переменную user_info. И теперь только осталось передать информацию из нашей модели в виджеты текст. Давайте сохраним, посмотрим, что у нас сначала получилось. Нажимаю на Verified. Вот мы с вами перешли на второй экран. Ну и теперь вместо текста name мы будем брать информацию с нашей модели. Обращаемся к user_info, вызываем здесь name. Здесь мы будем отображать story. Тут мы будем отображать страну. Здесь мы будем отображать телефон и e-mail. Давайте сохраним. Вот что у нас получилось. Давайте я вернусь на форму. Давайте заполню поле story. Например, напишу что-нибудь типа iOS Developer. Нажимаю Submit. И вот мы с вами получили информацию, которую ввел пользователь в форме на первой странице. Давайте вернемся обратно. Перейдем на страницу Register Form Page. У нас поле e-mail, потом поле Country и поле Story не обязательные, поэтому давайте я валидацию уберу. Просто закомментирую ее. И давайте я уберу e-mail. Снова отправим форму. И как видите, у нас здесь поле пустое. Мы можем здесь прям в этом месте проверить e-mail на пустое поле. К примеру, если user_info e-mail is empty, тогда мы будем отображать текст. Ну, давайте напишем, к примеру, not specified. А иначе будем отображать информацию из поля, который ввел пользователь. И вот теперь у нас e-mail нет, мы отобразили not specified. То есть не указано. Так, только тут не надо кавычки. Сохраним. Вот, а мы отобразили e-mail. Ну вот, в принципе, и все. Мы с вами отправили информацию, в данном случае на второй экран. Также можно отправить информацию на сервер, на сайт и так далее. Итак, ваше домашнее задание. Попробуйте реализовать следующее. Когда пользователь игнорирует ввод информации вот в эти три необязательных поля, то их не нужно создавать на втором экране. Ну, например, давайте я введу имя, телефон. E-mail я вводить не буду. Country также не буду вводить. А давайте country я введу, к примеру. Live Story я вводить тоже не буду. И нажимаю кнопку Submit Form. И как видите, у меня отобразилось только имя Константин, страна и номер телефона. А e-mail уже не отобразился. Вот попробуйте реализовать такой вот функционал.